Привет, Саш. Привет! Слушай, ну что, давай снимем сегодня очередной неформат? Давай. Наверное, я быстро расскажу, где мы находимся, что мы собираемся делать и в чем заключается смысл нашего сегодняшнего видео. Мы в Ватерлоо, это там, где, в принципе, мы живем. Сегодня у нас главный герой будет человекоподобный Аристотель. Это член нашей семьи, он немножко стесняется камеры, но он привыкнет. Я хочу рассказать сегодня, как, во всяком случае, в Онтарио, в городе, где я живу, как оно, значит, иметь четвероногого друга, собаку, потому что, скорее всего, с кошками что-то по-другому немножко, и с другими животными тоже, наверное, по-другому. А вот насчет собак могу рассказать, потому что собака у меня есть. У меня есть еще попугай, но это, наверное, в другом выпуске. Кстати, если ты покажешь вокруг, что происходит, это плаза. Заодно сразу, знаешь, сделаем такой набросок для следующего видео. Обычно здесь все в Канаде вот такие, во всех городах они одинаковые. Есть такие плазы, там много магазинов разных, магазины для продуктов, значит, Долларама так называемая, магазин, где можно за $1, уже не $1, 2-3, можно купить какие-то разные нужные вещи и так далее. А вот еще и сзади тебя отличный кадр, это машина пожарников, но они не совсем пожарники, они, скажем так, исполняют функцию МЧС, то есть любые аварии, любые ЧП, как говорится, эти ребята решают и решают очень эффективно. Это так, лирическое отступление, а на самом деле мы пришли на эту плазу, чтобы искупать Аристотеля. Аристотеля мы будем купать, вот сейчас мы как раз идем к магазину, где есть специальная ванная комната для собак. И вот там мы его будем купать. Она оборудована всем необходимым. Это будет, наверное, интересно. Конечно, собаку и вообще, наверное, и другое какое-то животное можно искупать и дома, безусловно. Но так как кто купал собаку, он знает, после того, как собака окунулась в воду, она обычно отряхивается очень сильно. И все, буквально все бывает в брызгах. И поэтому дома это очень неудобно делать. Плюс еще к тому, значит, сейчас период линьки. Аристотель у нас очень шерстяной, и у него очень много шерсти. Поэтому это тоже неудобно. И помыв его, мы потом, в принципе, его и должны вычесать, чтобы как можно меньше шерсти летало по дому. Это не очень приятно, когда шерсть везде. К сожалению, с Аристотелем у нас эта проблема есть. Это единственная, наверное, проблема, которая у нас есть с Аристотелем, потому что он замечательная собака. Мы его взяли совсем маленьким щенком. Он все время с нами, это уже 3 года точно, больше 3 лет. И он однозначно полноценный член нашей семьи. Пользуется теми же правами, хотя баловать собак я не люблю. Много чего ему не позволено, он знает свои границы, и ему хорошо, и нам неплохо. Ну что, погнали купаться? Погнали! Hello. You don't mind us to shoot the video? Yeah, it's okay. It's all good? Yeah. Because we do a little bit of YouTube, you know. It's okay. Thank you very much, sir. Окей. Ну вот мы и почти дома. Вот такая у нас огромная ванная комната. Мне кажется, что даже в большом доме для собаки таких условий ванной комнаты нет. А здесь у нас 2 места. Здесь у нас есть масса шампуней, как вы видите. Здесь очень все
предусмотрено для того, чтобы собака комфортно себя чувствовала. Здесь есть ступеньки. Здесь написано, что только собаки могут, ну, только животные могут ими пользоваться. Давай, Аристотель. Ну, вперед. Аристотель немножко, я бы не сказал, что он прям не любит, но сказать, что он без ума от того, что его будут мыть, тоже, наверное, нет. Но другого выхода у него нету, потому что он немножко подванивает. Вот, одеваем ему вот такой вот ошейничек. Секундочку. Сейчас я тоже должен приготовиться. Это не все так просто. Смотрите, в Канаде, а мы живем в Канаде, да? Еще раз повторяю, для тех, кто пропустил этот момент. Значит, в Канаде очень много чего, и очень много чего, повторюсь, сделано для людей. И такой комфорт, сетап, хотел сказать. То есть то, что сделано не только для людей, для собак, облегчает очень жизнь. Потому что, еще раз говорю, конечно, можно... И мы, кстати, купали нашу собаку дома. Это было дизастер, да? Это было не очень удобно, это была катастрофа. Все было мокрое, все были мокрые. Все надо было мыть и чистить, ванну полностью мыть и чистить, не только себя. И это неудобно, я вам сразу скажу, неудобно. Такой сервис здесь стоит примерно $12, $12-14, там с налогами может 15, но он того стоит, поверьте, потому что это очень удобно, здесь тебе ничего не мешает, здесь шампуни, здесь хороший душ, здесь все хорошо. Поэтому вперед. Так, подожди, Аристотель, подожди. Сначала нужно снять этот стоп, он теперь уже никуда не уйдет, потому что он привязан, здесь специальный ошейник. Здесь, как я и сказал, все предусмотрено. Здесь есть, посмотрите, здесь есть вкусняшки для него, чтобы он расслабился немножко. Ну, мой хороший, вкусняшки, да. Так. Обязательно, я, например, обязательно одеваю фартук, и даже его одев, я вам скажу так, что я буду мокрый, весь мокрый практически, потому что он будет отряхаться. Но, в общем и целом, все будет нормально, да? Мы сейчас, здесь есть теплая вода, конечно, горячая, холодная вода. Мы сделаем ему теплую воду. Вот. Кстати, вот здесь, если ты дашь прочитать нашим, я могу перевести, да? То здесь написано, как и что делать. Здесь инструкция, то есть, как ошейник надевать и так далее. Что нельзя делать. То здесь есть правила, которые надо обязательно следовать которым. То есть очень много в Канаде дикой природы, да? У нас во дворе очень часто ходит сканк, как его? Скунс. Скунс очень, очень прикольное животное, красивое, но не дай бог он испугается, он очень вонючий, может вас опрыскать. И собаки обычно страдают от этого, он иногда их опрыскивает. И это, я скажу, ну, очень тяжелый случай. Слава богу, нас еще Бог миловал. Но если вдруг вас опрыскал скунс, вы не можете приводить его сюда и мыть от скунса. Нельзя. Потому что, ну, все провоняет. Реально все провоняет. Там несколько дней должно пройти, прежде чем запах станет чуть меньше. Он даже не уходит. Он не уходит долго. Так, посмотрим, чтобы Аристотелю было удобно, чтобы ему не было плохо. И сейчас мы начнем его поливать. Здесь у нас холодная вода. Здесь горячая. Сделаем водичку тепленькую, чтобы ему было комфортно. Да, Аристотель? Ты хочешь попить водички? Попей, мастер. Все, вот она такая. Горячая вода тоже ему не нравится. Соответственно, можно еще постелить вот такой резиновый коврик, но я его не буду стелить. В принципе, я без него, наверное, он в принципе хорош для того, чтобы собака не подскользнулась, потому что, как я и говорю, им не всегда нравится эта водная процедура, а вот это то, о чем я говорил, он будет все время отряхиваться периодически.
Потому что ну, по природе он отряхивается. Что теперь делать? Давайте я вам, пока я его хорошо, скажем так, промокну, я немножко расскажу вам, насколько тяжело в Канаде иметь собаку. Вообще, немножко история моей семьи. Мой папа, он по профессии был учителем английского языка на самом деле. Но он всю жизнь посвятил себе как раз собакам. Царство небесное, к сожалению, он присоединился к большинству. И значит, у нас всегда в семье была собака. Несмотря на то, что у нас не было собственного дома, у нас был там огород, дача мы называли. Но мы жили в квартире всегда. Но у нас всегда была собака, а то и две. И мы очень хорошо всегда относились к собакам, потому что мы с ними росли. Папа был очень хороший дрессировщик. У него были там какие-то регалии. В то время это был ДОСААФ и так далее. Я сейчас не хочу вдаваться в это все, это было давно. Но в любом случае папа был профессиональный дрессировщик. Он отлично понимал, знал и изучил собак, всяких разных. И он мог дрессировать на разные задачи собак, да, скажем так. Но в основном, конечно, это не были тренировки для каких-нибудь там серьезных задач. Это была просто тренировка, чтобы собака слушала своего хозяина. И вот он фактически привил мне любовь к собакам. Мне всегда очень хотелось иметь свою собаку, свою личную собаку. И это моя первая личная собака. Конечно, потому что это большая ответственность. И очень многие заводят собак, я, конечно, не сужу, очень многие заводят собак в Канаде конкретно, не имея своего собственного жилья. И я могу это понять, но это довольно сложно, даже когда у тебя есть собственное жилье. С собакой труднее снять квартиру, с собакой больше расходов, потому что действительно иметь в Канаде собаку недешево. Начнем с того, что в городе Ватерло, и насколько я знаю, в большинстве других городов, нужна лицензия. Она стоит недорого. Это лицензия от города. Ее надо покупать, можно купить онлайн, можно купить прямо в городе, в сити, в муниципалитете, в офисе. Стоит она недорого. Я не знаю сейчас точно, сколько она стоит, я онлайн покупал, но она недорогая. Не в этом дело. Обязательно нужны прививки. То есть все прививки, которые нужны собаке, они прописаны. И у собаки есть паспорт. Аристотеля мы ездили даже в Америку. Если у вас есть паспорт с прививками и все up-to-date, то есть ничего не пропущено, то проблемы нету передвигаться по Канаде или Америке, да? Это довольно удобно. Что еще? Прививки дорогие, сравнительно дорогие. То есть каждый визит к врачу, он мне никогда не обходился меньше $200-300. Никогда. Если какая-то проблема, у собак бывает аллергия, у собак бывает то, что, допустим, вот у Аристотеля было один раз, что его укусила другая собака, там немножко было нагноение. То есть я имею в виду простые вещи, они тоже стоят денег. Это уже будет ценник вполне легко до $1000. Это антибиотики, это все остальное. Никаких лекарств, как и для человека, купить просто в магазине не получится. Все должен выписывать ветеринар. Визит ветеринара обычно это минимум $80, это минут 15 осмотра. На минимум. В моем случае, я не знаю, может где-то и дешевле есть. И вот все оно как бы одно к другому. Любые аксессуары, еда довольно дорогая. Аристотелю, наверное, нужна еда где-то $100 на 100 в месяц, я думаю, приблизительно вместе с тем, с какими-то вкусняшками, еще жена любит покупать ему вкусняшки, это приблизительно обходится где-то $100 нам. Что еще? Поводки разные. И самое главное, это время. Это время, которое вы должны уделять своей собаке, с ним гулять, я не знаю, причесывать его, мыть его и так далее, и так далее. Это довольно все складывается такое время-деньги, да? И собака, она, я же хотел сказать хуже, не хуже. Собака, она просто беспомощнее ребенка. Ребенок растет, и ему навыки становятся, все лучше и лучше. Он больше может самостоятельно жить. Собака
до конца своей жизни будет зависеть только от вас. Вы ее не вывели, она не сможет сделать свои дела. Вы ее не покормили, она будет голодной. Поэтому это огромная ответственность. Ответственность в первую очередь. Как ты считаешь, Саш? У тебя тоже есть собака, я знаю. Она не такая большая, она поменьше. Да, маленький йоркширский терьер. Йоркширский терьер, отличная собака. Но на самом деле, я называю их антистрессами, да? Это, кто любит собак, для него, он поймет меня. Это столько много эмоций, это в любое время суток. У тебя человек, это даже не собака, человек, который тебя выслушает, который тебя приласкает, положит тебе на колени голову и скажет, что все хорошо, не переживай. Это очень важно. Для меня это очень важно. И поэтому я ни капли не жалею, и мне не жалко тех денег, которые я трачу на свою собаку. Просто не жалко. Он часть моей жизни, и, безусловно, я еще раз говорю, если бы повернуть время назад, я бы сделал все то же самое, хотя жена говорит, что какие проблемы я мог ей создать в жизни, я создал. Ну, и собака входит в эти проблемы тоже. Хотя она его тоже очень сильно любит, его все полюбили очень сильно. Жена не хотела животных дома, а теперь у нас 2. И я еще ей говорю про кошку, и она вообще говорит, слышишь, я тебя просто запакую со всеми этими животными и выставлю на улицу. Как-то так. Ну, в любом случае, Саша согласится со мной, это lifestyle. Это все-таки, какой бы ты уставший не был, как бы тебе плохо не было утром, тебе надо вывести собаку. Это поддерживает тебя, в принципе, в какой-то определенной форме. И это классно. На мой взгляд, это классно. Ну все, мы сейчас приступаем непосредственно к мойке с нашей собаки, к купанию нашего питомца. И эта часть, я думаю, она будет быстрее. И вы увидите, что ничего сложного в этом нету. Как в принципе, вы купали и ребенка. Поехали? Какой шампунь мы выбираем сегодня? Аристотель, какой тебе больше нравится? Я думаю, сегодня мы выберем вот такого цвета шампунь. Я не знаю, что это. Так, что-то отбеливающее. Наверное, надо отбелить Аристотеля, да? Давайте его отбелим. И просто его растираешь, что довольно с его шерстью непросто. Аристотель, давай подвигайся. Подвигайся. Он как утка, он не мокнет. Он реально не мокнет. У него очень густой подшерсток. Поэтому... О май гад. Вот это то, о чем я говорил. Поэтому это не совсем... простая задача, как может показаться. Не так просто, как может показаться. Аристотель, ты хочешь мне помогать или нет? Только облизывать меня не надо. Я не люблю целоваться с собаками. Ну, не знаю, не люблю я. С женщинами люблю целоваться, с собаками не люблю. Мне кажется, что я, опять же, не осуждаю никого, кто целуется с собаками или со своими животными. Это их животные. И они вправе делать все, что они захотят. Ну, мне кажется, мне не нравится. Мне кажется все-таки, что соблюдать как бы личное пространство Аристотеля важнее и мое, чем выражать вот таким образом эмоции. То есть это не значит, что я его люблю из-за этого меньше, что я его не целую. Кстати, ты не помогаешь мне, дружище. Так, иди сюда. Да, вот видите, он фактически внутри он сухой. О май гад. Внутри он реально сухой. Его немножко снова спрыснуть. Как часто это надо делать? Я не знаю, все по-разному. Ну, точно, наверное, точно. 2 раза в год надо точно мыть. Это 100%. Я так думаю. Не по книге, а просто, мне кажется, так оно. Ну, там шерсть он меняет, да, линяет. Я не думаю, что надо мыть чаще, чем 3 раза
один раз в 3 месяца. Я думаю, будет too much. Некоторые моют каждый месяц, некоторые моют несколько раз в месяц. Но у собак тоже есть своя флора. Все-таки как бы ни было, шампуни, все остальное это химикаты. Как бы ни было, да? На каких там растительных они экстратах не делаются, все равно какая-то часть там наверняка будет химикаты. Поэтому это так. В принципе, наверное, на этой оптимистичной ноте можно потихонечку завершать наш эфир. Просто мой вам совет, друзья. Если у вас уже есть собака, и вы переезжаете в Канаду, безусловно, ее надо забирать с собой. Это, как я и сказал, это член нашей семьи. Мы не можем бросать членов нашей семьи, да? Мы не можем их бросать. Мы за них в ответе. Поэтому придется пойти на дополнительные расходы, придется пойти на дополнительные жертвы. Теперь, как риэлтор, я добавлю, да, вы же знаете, что я риэлтор, что это будет обязательно проблемы со снятием жильем. Далеко не каждый человек, не каждый лендлорд, не каждый человек, который сдает жилье или компания, разрешит вам с собакой снять жилье. Это проблемно. Кстати, есть закон в Онтарио, что из-за того, что у вас есть собака, вам не могут, в принципе, поэтому отказать в жилье. Но есть одно но. То есть вас выгнать из-за этого из жилья не могут, но прежде чем вы не сняли, когда закон не работает, то есть когда вы снимете что-то, тогда да, вас не могут выгнать собакой. А до того, как вы сняли, вам могут отказать. По другой причине. Никто вам не будет говорить, что мы отказываем вам, потому что у вас есть собака. Не обессудьте этих людей. Эти люди платят за свой дом, это бизнес, это ничего личного. Иногда это не совсем даже бизнес, а это просто какой-то период нужно этот дом поддержать, чтобы дети выросли, чтобы детям оставить и так далее. Люди вкладывают в это сердце и душу, и собака, безусловно, в какой-то мере и будет его там где-то поцарапает, может где-то погрызет, смотря какая собака. То есть там есть свои нюансы. Поэтому я не думаю, что стоит обижаться на этих людей. Просто надо принять. Это будут дополнительные деньги, какой-то, может быть, это не по закону, ну, в смысле, он не требуется, но какой-то депозит предложить, чтобы в случае чего, если что-то испортилось, обязательно это починится. Собака должна быть тоже воспитанная и дрессированная, да, а не какая попала, собаки тоже бывают разные. Все эти моменты надо учесть. Поэтому, а вот если вы уже здесь и у вас нету своего жилья, я бы точно не советовал заводить питомцев, ну правда не советовал. Опять же, я никого не учу жизни, это ваша жизнь, ваши питомцы, ваши деньги, но вы намного себе облегчите жизнь, не заводя питомца, прежде чем у вас появится свое жилье собственное. Когда у вас жилье появится собственное, опять же, надо учесть, что не везде вы сможете жить и заводить большую собаку. Многие квартирные дома при покупке даже имеют правило, что собака будет ограничена. То есть там будет, допустим, не такой большой пес, а что-то маленькое. Аристотель у нас сколько? Он у нас, наверное, килограмм 40, это где-то 80 паундов. А может быть ограничение до 30 паундов, до 40 паундов. Это будет прописано в вашем контракте. Потому что не все так просто. Ребята, Канада, да, здесь много чего для людей, но в то же время много чего такого, чтобы не портило жизнь другим людям. Вот на этом, наверное, нам и стоит завершить. Давайте жить так, чтобы получать от жизни удовольствие, но в то же время не портить ее другим. А мы обязательно снова встретимся, и я обязательно вам расскажу что-нибудь еще интересное о наших канадских реалиях. Bye for now.